Сегодня поговорим о том, как быстро восстановиться, в чем секрет быстрого восстановления после родов, как вообще избавиться от лишних килограммов, которые кажется, что уже с вами слились и, наверное, никогда больше вас не покинут. Еще сегодня коснемся такой деликатной темы, которую в основном все, скрывают, молчат, не хотят об этом разговаривать. Отношения постельные с мужем после родов и беременности. Как вообще так выходит, что на одну ты девушку смотришь и говоришь: да ладно, ты родила, вообще не скажешь, а на другую смотришь и сразу такая думаешь: ну ты родила, как бы, сочувствую. Привет, ты на канале про материнство, и меня зовут Лара. Сегодня я снимаю не на фоне детской комнаты, а на фоне своего палисадника на балконе, потому что у меня малой не очень настроение, а мне хочется с вами поделиться, очень с важной темой. А тема будет у нас очень актуальна для многих мам, когда же вернутся прежние постельные отношения с мужем и уйдет обвисший живот. И я очень много читала о партнерских родах. Мы с вами обсудим это, как же все-таки влияют партнерские роды на отношения между супругами. Итак, начнем. Первое, это с чем сталкивается беременная женщина, это растяжки и бесполезные крема от них. Существует два типа женщин, у которых вообще не бывает растяжек, это как я. У меня не было растяжки, единственное, что у меня было, это полосочка. Все знают такую полосочку, я не знаю, как она правильно называется, коричневатая. От чего же это происходит? Все зависит от вашего коллагена. Если у вас синтез сильно вырабатывает коллаген, то у вас будет очень много растяжек, безумная коричневая полоска, и вы ничего не сделаете, потому что это ваши гены, это ваша генетика, и никакой крем не поможет. Это тупо маркетинговый ход. Все, вы просто потратите деньги на эти крема. Я на этом, много отдала денег на этом, потому что я верила в это. У меня не было растяжек, я мазалась кремами все равно, не дай бог, чтобы они не появились. Полосочка у меня тоже была, исчезла она где-то на месяце 7, когда ребенку было 7 месяцев. Появилась она, когда я была на месяце 5 беременности. И никакой крем мне не помог. Я просто верила, что я мажусь, и все будет чики-пуки. Но потом мне мой гинеколог сказала, что если у тебя коллаген растяжимый, более растяжимый, что так и получилось у меня, поэтому у меня нет ни растяжек, ни всяких там полосочек прям коричневых. Если вот там она мне привела в пример мамочку, у нее вообще коллагена нет. У нее безумно фиолетовые растяжки были, которые не исправятся ни одним кремом. Это исправляется лишь лазерным путем, вот этими новыми процедурами, которых я не могу вам сказать, потому что я о них не знаю. Я этим не занималась, поэтому я вам не скажу. Но это все миф, что помогут вам от этих вот супер растяжек крема. Нет, не тратим деньги, лучше потом сделайте лазерное удаление и будете конфетками. Напишите, пожалуйста, в комментариях, пользовались ли вы кремами, какими, бренды, или вы покупали дешевые, вообще помогло вам, или как и мне ничего не помогло. Откуда же появляется лишний вес? Сейчас это вообще многие мамы очень ноют, вот я толстая, я жирная, вот все, это вот я мать, я родила, я вот все такие, все, не все. Если беременность проходит нормально, женщина при нормальной беременности набирает 10-14 килограмм. Остальное вы нажрали. Откуда же берется 10-14 килограмм? Это вес плода 3-4 килограмма, это околоплодные воды тоже 5 килограммов, увеличенная плацента, матка, это тоже все увеличивается, и плюс жирочек, да, женщина округляется, любая женщина округляется, потому что жирочек защищает ребеночка от всяких там ударов, неблагополучной среды. Так что если ваша беременность протекала физиологично, то вы придете в форму уже после 2 месяцев спустя родов. Потому что, все приходит, уходит, и можно даже не заниматься, не сидеть на диетах, и вы будете как обычно. Я набрала 20 килограмм. У меня 10 ушло сразу в роддоме, а остальное я начала исправлять, когда малышке было 3 месяца, я начала бегать, диету я не соблюдала, только для кормящей мамы, и все. И вот сейчас я над этим работаю, и потихонечку возвращаюсь. Да, я нажрала, я не следила, я ела сосиски в тесте, я ела все подряд, поэтому мне сейчас это делать сложно. Но я все равно не выгляжу как бомбовозы-гомновозы, как многие девушки там запускают себя вообще ужасно, они следят за собой.
Все поправимо, исправимо. Так что следим за собой на будущее для вторых, третьих беременностей. Следим за собой сразу же при беременности. Не забудь, пожалуйста, поставить класс и лайк на моем канале, на моем видео, пожалуйста, я буду очень-очень тебе благодарна. Еще что очень важно, что прибавки веса, они не могут быть прям, ну, вот скачком, что ты сейчас весили 55, стали 60. Нет, в течение всей беременности вы, получается, прибавляете. По норме вообще считается, что вы прибавляете вес до 500 грамм в неделю. Если вы, конечно, уже больше, то вам, ну, нужно что-то менять. Как бы вы всегда приходите к своему гинекологу на прием, и она смотрит ваш вес, отслеживает на весах. И если она видит, что да, у вас больше, она вам говорит: перестаньте есть, больше двигайтесь, потому что некоторые мамы там лягут, или ой, жара, летом не могу ходить, все сидят под кондиционером, естественно, у вас будет набираться жир, и вы потом не сможете скинуть его очень-очень долго. Есть девочки, которые худеют даже на грудном вскармливании. То есть это все равно энергетический процесс, когда вы кормите грудью. И вот если у них правильно протекала беременность, они кормят грудью и худеют. Я проводила свою беременность очень активно. Я гуляла даже зимой. Вот у нас выпадал снег, я одевала куртку, кучу штаников и шла гулять. Я не ленилась, я ходила уже на 9 месяце беременности, и ничего со мной не стало. Это не матушка лень. Когда же исчезнет этот мешковой живот? На самом деле мышцы растягиваются все 9 месяцев. Все органы, все мышцы, все там растягивается 9 месяцев. Но и прийти в форму можно в течение также 9 месяцев после родов. То есть вы можете приступить к занятиям уже на 5-6 неделе после родов. Но вам нужно тоже проконсультироваться со своим врачом. Если у вас кесарево, ни в коем случае вы, конечно, не начинаете занятия. А так вы можете не лениться и вот спортом, бегом, качанием пресса, водными всякими процедурами, там бассейн, или можете просто делать дома себе контрастный душ, гидромассаж. И вот таким образом ваш животик подтянется. Послеродовой бандаж, или как наши делали бабушки, утягивали себя пеленками, всякими там простынками, это, ну, все действует только если у вас, конечно, было кесарево. Если вы просто родили, то это бессмысленно. И действует она тоже в течение 2-3 недель. Так что, если вы рожали сами, то не тратьте деньги, лучше вот потратьте на бассейн, чем на бандаж. Мне бандаж отдавала девочка, я носила его, ну вот сразу родила и одела. И, как бы, знаете, реально ничего не поменялось абсолютно. Сейчас перейдем к следующему, но для начала не забудь нажать на подписаться на мой канал. Про материнство не забудь. Итак, щепетильненькая тема – это интим после родов. Многие девушки не хотят интима, потому что это нормально. Вообще, интимная жизнь должна к вам приходить в течение полугода после родов. Если этого не происходит, то с вами что-то не то. Либо с вашими отношениями с мужчиной, либо у вас что-то еще, какие-то идут изменения. Как же вы будете теперь чувствовать партнера? Вы будете чувствовать его в 2 раза сильнее. Да, это у многих теперь ваша фауна будет намного чувствительней, и это вам понравится точно так же, как и вашему партнеру. Естественно, иногда вам просто не кайф, потому что у вас идет недосыпание, нервы, вы не знаете, что делать с ребенком, что делать с мужем, который точно так же паникует, как и ваш ребенок. В целом нужно находить время на себя, не только на ребенка, улучшать ваши семейные отношения, ваши сексуальные отношения. Вы увидите, что ваша семья перейдет на новый уровень. Как же принять свое тело после родов? Ну, это все зависит на самом деле от девушки, от того, как вы себя чувствуете, как вы вообще выглядели до беременности, до родов, все эти растяжки, все это, понятно, ну, нас как бы корявит немножечко, но все исправимо, ничего не страшно. Естественно, девушке нужно понимать, что она выполнила прекрасную роль, она выносила человечка, она его родила, но и запускать себя тоже, как вот эти вот я же матери, вот это вот я буду такая ходить всю жизнь. Нет, а потом будет ныть, что со мной. У меня был прям сильный депрессняк, прям безумный тоже по поводу моей фигуры, по поводу отношения с мужем. Обязательно посмотрите мое видео «Послеродовая беременность», какая должна быть мама, ожидание, реальность. Все ссылочки будут наверху и в описании.
Это очень важное видео. Сейчас хочу опровергнуть миф о том, что как бы ваши интимные отношения это последствия партнерских родов. На самом деле нет, никак не могут партнерские роды влиять на ваши интимные отношения, даже если там что-то лишнего ваш муж увидел. Я не ходила с мужем на партнерские роды, я отношусь к ним не очень. Да, в какие-то моменты я хотела, чтобы мой муж был рядом со мной, но какие-то вот, когда были потуги, как бы, ну, не очень, да, чтобы он на это все смотрел. Мне как бы самой это было не очень, а ему так уж тем более. Поэтому, в принципе, можно пойти на партнерские роды, но если ваш муж будет с вами до потуг, потом его можно попросить выйти из родзала и зайти уже, когда родится ребенок. Это кайф. Ну вот это да. И как бы никак не могут эти процессы повлиять на ваш интим. Так что, дорогие девочки, не переживайте, у всех все по-разному, но у всех будет все хорошо всегда. Главное, занимайтесь собой, занимайтесь отношениями с мужем и с ребеночком. У вас будет прекрасная семья. Не унывайте. Всем добра, пока.